Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Дева. Второй прогноз на декаду, на 10 дней с 20 по 31 января. Давайте узнаем, какие знаки судьбы, какие подсказки приготовили карты для вашего знака зодиака. Позволим картам раскрыть последовательность тех событий, которые, возможно, произойдут как раз до конца месяца января. Чем вам придется заниматься, а может быть, принимать важное решение в какой-то сфере жизни. И знаки судьбы мы достанем на колоде карт 78 дверей, метафорическая колода. И видно сразу, открыты двери или закрыты, нам туда нужно или не нужно. Вот переложите, мои дорогие девы, то, о чем вы думаете, или что вы хотите сейчас осуществить, может быть, да? Или как какую-то ситуацию исправить. Вот планетарно мы что-то пересматриваем, передумываем, переподписываем, переделываем. Все с приставкой «пере», потому что, ну, таковы планетарные транзиты. Итак, давайте мы узнаем, что же там случится и произойдет. Первый знак судьбы, второй знак судьбы. Что в вашей жизни будет происходить? И спросим у карт Таро, кто или что спешит в вашу жизнь? С чем будут связаны, может быть, вот эти события? Возможно, эта карта как ключевой какой-то момент или главное событие. Посмотрим, что они нам скажут. А рядом положим еще одну карту и спросим неожиданности для знака Дева с 20 по 31 января. В чем ваша фортуна, мои дорогие? С 20 по 31. В чем вам везет? И по основным сферам жизни. Первое – это любовь, личная жизнь, взаимоотношения. Что ждет Деву в сфере финансов с 20 по 31 января и ваши планы, ваши цели, намерения, работа, карьера, у кого-то учеба, может быть, и важные встречи, какие-то контакты. Вот посмотрим, какова энергетика. Итак, первый знак судьбы. Ого, десятка пентаклей. Для кого-то тема как и дома, так и тема благополучия денег конкретно. И у каждого тут понятно по-своему. Вообще эта карта где-то предвещает получение денег в этот период. Может быть, это и деньги кого-то из родственников, помощь, может быть, ваших членов семьи, да, вот такое тут тоже может быть. Но давайте мы достанем вообще очень добрая карта, когда нет закрытых дверей, наоборот, тут какие-то возможности, мои дорогие. С чем это связано, ну правда. Поэтому у кого какая задача, больше карты не тяну, потому что лучше всегда враг хорошего. Две, на мой взгляд, самые добрые, самые такие позитивные карты. Четверка жезлов, праздник после победы. Ну и десятка пентаклей – это и наши домочадцы, это и наше благополучие в целом, это и вопросы дома. Ну, может быть, и вопрос, откуда к вам приходят деньги, вот тоже, да. Здесь помощь явно будет какая-то, ну, или вы сами, может быть, у кого-то дома ремонт, да, или дома вы что-то улучшаете. Может быть, освобождаете свое жилище. Вот это, кстати, очень символично, сообразно планетарному астрологическому прогнозу. И я вас хочу пригласить на свой сайт, особенно для тех, кто немножко раньше смотрит видео. Ну, иногда есть и люди, я знаю, что даже задним числом смотрят, как-то пытаются переосмыслить, да, то, что выпадает в картах, или то, что было в прогнозах. Так вот, у меня есть последняя моя статья – это недельный прогноз с 12 по 18. Поэтому вот прочитайте, перейдите, ссылка в описании под видео. Может быть, вы найдете для себя какие-то, ну, что-то полезное, доброе, что вам пригодится, как подсказка тоже, правда? Поэтому тут, да, тут мы можем как бы приводить в порядок жилища или, знаете, такой вот момент, когда нужно вот то, что вам надоело, или то, что пусть даже не надоело, а вы к чему-то привыкли. Но, может быть, в принципе, от этой вещи или какого-то предмета смысла уже нет никакого. Нам как будто нужно освободить свое пространство, может быть, и жилище буквально, чтобы что-то новое пришло в нашу жизнь. И когда мы меняем жилище, пространство, то тогда и пространство вторично меняет нас самих. Но и какой-то праздник по части победы будет, то есть какой-то сложный, может быть, вопрос вы решите. Второй знак судьбы – король мечей. Может быть, и есть такой конкретный человек, который рожден под знаком зодиака стихии воздуха, близнецы, весы, водолей, или там асцендент.
но это достаточно статусная карта, а также эксперт. Иногда она говорит о юристах, адвокатах, может быть, у кого-то буквально. Тема, когда нужно заключить какие-то договоры, соглашения, контракты, брачные, рабочие, у кого что. А для кого-то эта тема может быть врачебная тема. Нам не говорит ни одна карта, что вы болеете. Но по этой карте идут также и узкие специалисты. Проходят и люди в погонах, или как представители правоохранительных органов или каких-то служб, да. Это те люди, которые работают по приказу. То есть пусть это даже чиновник какой-то, да, официальное лицо, он тоже работает по приказу. И есть его полномочия, и в рамках этих полномочий он вам оказывает, допустим, консультацию или что-то объясняет. Ну вот тут у каждого что-то по-своему. Может быть и банально руководитель. Третий знак судьбы. То есть вот здесь придется, видимо, может быть и вам где-то рационализм, а у вас критическое мышление всегда на высоте, мои дорогие. Без эмоций есть какой-то вопрос, который вам нужно будет. Либо вы его решать будете вы, либо продолжать, или узнавать. Тут у каждого свое. И вот очень добрая карта, третий знак судьбы, шестерка мечей, любая 6– это всегда победа. Поэтому тут как будто две победы. И по части благополучия, финансов или домашних каких-то вопросов, или, может быть, личностных. Но это тут, скорее всего, вопросы работы или вашего продвижения, вашего творчества. У кого-то конкретно вопрос связан с поездкой. Может быть, и к вам кто-то приезжает, или вы куда-то собираетесь. Но по этой карте мы также изучать можем что-то или как дополнительный доход, возможности дополнительного дохода искать. Может быть, какое-то общение, буквально нам карта показывает через интернет, в данном случае, видимо, всемирная паутина, как открытые врата. И посмотрите, у вас нет закрытых дверей. Ну, первая карта, так все, кто надо, они уже в сборе. И для надежности двери закрыли. То есть праздник, потому что чужие люди не нужны. Поэтому у вас перспективное время для себя сделать, причем так не на надрыве, не на какой-то скорости, когда нам приходит сообщение: "Надо было сделать вчера", да, вот такое бывает. И все в какой-то авральный режим включились. Нет, здесь время подумать о себе, как-то отдохнуть. Может быть, отдохнуть совершенно необходимо. Первые 2 карты где-то об этом напоминают. Наша жизнь не только из работы состоит. Но, может быть, как хорошо отдохнувшему человеку, так ему и несколько проще, голова более свежая, да, решать те задачи, которые требуют, ну, как, и внимания, какого-то переосмысления, и вот критического мышления. Но тут какое-то изучение или как связь, может быть, с кем-то на расстоянии, да, такое тоже допускаю. Какая-то переписка, может быть, и деловая переписка, ну, может быть, и личностная, кто его знает. Вот чем-то вы тут, причем это всегда на перспективу, заслуженный успех. То, чем вы сейчас, может быть, начинаете заниматься или приступили недавно, или, может быть, появилась у вас такая возможность, да, вот именно теперь как бы дополнить знания или интерес какой-то ваш, да, как творчество появилось. Обязательно продолжайте, мои дорогие, потому что вот придет к вам какой-то заслуженный успех. Да, это не на декаду, это более длительная дистанция, но, по крайней мере, мы понимаем, что у нас что-то получится. Успех обязательно будет. Что или кто спешит в вашу жизнь? Конечно, можно сказать, что деньги тоже. Шестерка пентаклей– это карта одна из лучших, как на деньги в колоде Таро, где-то и на взаимопомощь, безусловно. Мы часто говорим помощь высших сил. Вот здесь вот, может быть, это, знаете, высшие силы, как ангелы, помогают руками тех людей, которые вас любят, кто к вам хорошо относится. Но помощь как будто бы приходит. С другой стороны, ведь это карта такого всеобщего баланса. Но, именно по шестерке пентаклей мы говорим, что как ангелы или какая-то ситуация, то, что мы можем воспринимать как случайность, а тут нет. Тут именно нам как воздают за какие-то добрые заслуги, да, помощь высших сил, и, может быть, она и проходит через руки или взаимопомощь с каким-то человеком. Может быть, и даже помощь приходит совсем не от тех, от кого вы ждете. Вот и так тоже, мои дорогие, бывает. Но карта нас немножко задерживает внимание, потому что шестерка пентаклей, она работает как будто в одном направлении. Мы больше кумулируем, мы больше где-то и отдыхаем. Подумать нужно именно о себе. А если
Иногда и такое может быть. Мы ведь спросили, что или кто идет на ваш порог или в вашу жизнь. Могут, мои дорогие девы, обратиться к вам: «Одолжи денег». Так вот, эта карта, она не предусматривает, что мы даем деньги в долг. Наоборот, она даже говорит: помни, рука дающего сегодня, завтра может стать рукой просящего. Повторюсь, в одном направлении карта работает. Здесь нужно именно аккумулировать. Неожиданности, планов громадье, хочется сказать. Тут, знаете, будет какая-то радость у вас, это точно. Но вот замечтаться мы здесь не должны, хотя это не совсем про вас, но может быть много планов, вот именно много каких-то даже творческих решений, когда душа просит и это попробовать, и что-то еще, да, и мы вот так вот мечемся, не знаем, что же выбрать, а тут выбрать надо, причем не затянуться, вот в чем неожиданность, что надо будет делать выбор, и, скорее всего, достаточно быстро. Потому что идет такое значение, как прокрастинация. Как глаза разбежались, да, вот как у этой нашей ведьмочки, колода ведьмочек. И что тут выбрать? А говорят, нет, ты можешь взять что-то одно. Поэтому распылил внимание, считай, уже не сконцентрировался. Вот скорее что-то и ваше внимание будет тоже как будто рассредотачивать, распылять. А вам нужна будет концентрация. Может быть, это вы где-то даже удивитесь. Вы ведь более чем люди, которые умеют взять себя в руки, иногда даже более так вот жестко, чем это следует, правда, мои дорогие? Поводья где-то по отношению к самим себе ослабьте немножко. Может быть, вас и удивит, что да, мне захотелось отдохнуть. Тогда это будет во благо. А давайте мы по части неожиданностей спросим, достанем еще одну карту. Это нам вообще о чем? Откуда приходит этот выбор? Или возможность, или что-то такое? Это ведь карта где-то вдохновения. Тут возможность однозначная. Вот смотрите. И, наверное, из 7 кубков таки вы выберете все-таки что-то одно. То, что самое теплое, то, что присутствует в жизни, то, что означает заботу, то, что означает конкретное участие, как присутствие какого-то человека или та возможность, которую можно переложить на практику и получить прекрасный эквивалент. Для кого-то возможность поменять работу. Или, может быть, как предложение какое-то по работе, а вы об этом не думали. Вот будьте готовы к таким метаморфозам. И пусть это даже вы, допустим, имеете какую-то профессию, а вам предлагают так вот несколько как будто ответвление от этой профессии. Пробуйте смело. Вас вполне вероятно ждет какой-то успех. Здесь, правда, какой-то промоушен. По части, может быть, лично вас, вашего творчества или ваших знаний, ваших ресурсов. Это факт. И это где-то в неожиданностях. Нельзя прокрастинировать, чтобы что-то не упустить. Шанс, по сути дела. Ваша фортуна. Умение договариваться, умение быть дипломатом, умение сгладить острые углы. Карта говорит, сепарация только иллюзия. Правда, тут через договоры, пусть даже с людьми по работе или какие-то важные персоны. Вы здесь, ну, как какой-то для себя делаете прорыв своеобразный. Ведь это старший аркан. Может быть, это и по части личной жизни. И если для кого-то нужно помириться, то правда, все карты нам говорят об этом. То есть вот эта дипломатия, она творит чудеса. Не доказываем мы тут что-то кому-то. Мы здесь, наоборот, ну, где-то принимаем человека таким, какой он есть. Мы не пришли в эту жизнь кого-то воспитывать, за исключением наших детей, и то в достаточно таком младшем возрасте, правда? А уже взрослых куда ж ты там воспитаешь, уже сложившийся человек. Вот, может быть, и вы такое Соломоново решение примете, что да, не на все и влияет, да и ладно. И что-то отпустите. Как будто не будет вас это больше беспокоить. Просто вот, видите, какая-то ситуация у вас выравнивается, да, и, может быть, прежнее что-то там у вас зависло, может быть, и были в каких-то взаимоотношениях или контактах у вас острые углы. Но вот теперь вам как словно звезды высшей силы помогают. Ладно, давайте мы узнаем личная жизнь. Ну вот личная жизнь, семерка мечей, карта вора. Может быть, вот будьте внимательны, может кто-то даже из близкого окружения, кто вхож в ваш дом, или родственники могут просить помощи или пытаться на вас где-то, ну, переложить свою
может быть, занятость или в свое какое-то участие, или какую-то проблему, почему нет? Тут зри в оба, буквально карта больше предупреждает. Хотя по этой карте есть забрать свое. Может быть, у кого-то и действительно вопросы в суде. Тогда для вас, вот у кого в суде, и, может быть, тут разные бывают ситуации. У кого-то это даже те люди, которые, ну, близкие иногда и так, почему-то это на личную жизнь. Но здесь я могу сказать, что и, может быть, где-то, для вас нужно быть, осмотрительным, потому что нельзя как выложиться на 100% и забыть о себе. Забрать свое, говорит карта, да, если мы тоже есть и такое значение. У кого-то буквально, может быть, через суд быть, да, дипломатом, чтобы договориться, может и подвинуться там в каком-то контексте или в каком-то деле придется. Но тогда у нас получится вот достичь вот этого какого-то соглашения. Но при этом себе не навредить, то это факт. Давайте мы узнаем, а что это? Может быть, это просто как помириться? Какой-то выход однозначный. Лабиринт у вас заканчивается. Кстати, это может быть, я не исключаю, вот смотрите, вы можете получить какое-то известие, которое по части личной жизни, может быть, какой-то прежней истории, или, опять же, далекие какие-то люди, родственники, да, когда вы получаете известие, а рядом у нас семерка мечей, как будто перепроверь эту информацию. А что это такое? Видимо, чего бы ни касалось, все вопросы вы можете решить. Ну, или почти все. Для кого-то карта, опять же, десятка пентаклей. Две карты. Акцентирует внимание именно на близких людях, на родственниках, на вопросах дома. Может быть, у кого-то, я допускаю, делят жилье. И так тоже бывает. Судя по вашим комментариям, ну, мы все, хоть объединяет на один знак зодиака, а каждый рожден в свою дату, да еще и в свое время. Поэтому расклады, они, конечно, общие, но они несут общую информацию. Но вот тема дома, тема финансов, тема межличностных взаимоотношений, она как тема номер раз. Но вы здесь ключевое звено или первая скрипка, потому что именно у вас получится как-то правильно расставить эти все позиции. И самое главное, тут нельзя, может быть, замечтаться. Вот поэтому нам карта и говорит в неожиданностях: не надевай где-то розовые очки. Здесь себя нужно, свой какой-то интерес сохранять. И неважно, даже если это начинается с каких-то новостей. Или пусть эти новости заведомо утрированы в какой-то минус. Найдите информацию, откуда ноги растут. Вот у этой новости. Здесь себя сохранять. Вот я вижу так. Может быть, даже больше отдыхать. И поддержка ваших близких для тех, кому это актуально, кто человек семейный, ну или, может быть, это ваши родственники. Я бы сказала, что все-таки, если даже новые какие-то знакомства, кстати, вот у нас выпадает шестерка мечей, или это те отношения, которые через интернет, а вы человека не знаете, тогда будьте внимательны, тогда вот эти две карты будут предупреждать. Неважно, что тебе там говорят. Не замечтайся, потому что это может быть иллюзия. Ну, к сожалению, такое тоже у нас бывает. Сначала какие-то отношения завязываются, да, тому масса примеров и случаев, описанных в интернет, как предупреждение. Так вот, сначала там разговоры про любовь, а потом дай денег. Ну вот у каждого здесь что-то свое, перекладывайте на себя. Что же в сфере финансов? Вот в сфере финансов, правда, решение каких-то сложных вопросов или через работу. Карта вот именно сила– это критическое мышление. А еще, мои дорогие, Солнце в Деве. Вот так вот в некоторых колодах буквально указаны и знаки зодиака, и буквально планеты, светило Солнце. Поэтому у вас сейчас сильная позиция. По части финансов это точно. Может быть, что-то даже и стабильное, или как тут что-то улучшается. Посмотрите, какой расклад. Пусть даже у вас сейчас, я такое допускаю, какой-то полный минус, но значит все равно переделать что-то, передумать самому или самой однозначно придется, потому что две мечевые карты у нас именно о холодных мыслях. Причем, может быть, я допускаю, что вы себя будете где-то перестраивать. И это, значит, тоже сделать необходимо, потому что какая-то финансовая явная история, она на первом плане. Но это наше благополучие. С другой стороны, если нужно договариваться,
то вы сумеете. И опять же дипломатия. Лев подчиняется прекрасной деве только лишь потому, что он не чувствует агрессии. И неважно, какие у вас намерения и поставленные цели, но даже если вы с кем-то не согласны, мои дорогие, и пусть у кого-то, я допускаю, имущественные споры или какие-то разговоры именно о деньгах, неважно, руководитель или домочадцы, вот вам дипломатия позволяет как изгладить, я говорила, острые углы, так и уйти от ненужных трат. Храните себя. Что по вашим достижениям? Еще одна карта. Удивительно. Вот посмотрите, 2 десятки пентаклей, 2 шестерки мечей. Какая-то дорога или какое-то новое изучение. Новая у кого-то может быть работа на кону. Или вы будете искать. Тогда пройдите и собеседование. Вот что-то нужно продолжать, потому что тут как будто ваш успех, он точно будет. Может быть, даже что-то и задерживается, или вам может казаться, ну как-то уж больно так в разминку продвигаются мои дела. Но так стало быть, выгодно, может быть, или думают высшие силы, что для вас так более полезно, почему нет? Хотя для кого-то это именно как перемещение, может быть, в какую-то местность, чтобы увидеть своими глазами. Какие-то важные диалоги должны состояться. Может быть, и к вам какой-то человек тоже вы будете ожидать, что приедет. Явно перемещение, путешествия, поездки. Эта тема присутствует в вашей жизни как будто дважды. И поэтому не подзастрять. На кону тут и сила, дважды ваш успех. И в этом вам, как боги, помогают. Очень добрые карты, мои дорогие девы. Перекладывайте на себя, а я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за ваши искренние и добрые комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылки оставлю в описании и переход к статьям моего сайта тоже. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.